Какие бывают возможные неисправности сцепления и какова диагностика? Давайте разберем сегодняшнюю тему. И всем привет! Как всегда. В процессе эксплуатации автомобиля за сцеплением наблюдаются следующие неисправности. Выключение сцепления. Сцепление ведет. Неполное выключение сцепления. Сцепление буксует. Резкое выключение сцепления. И повышенные шумы. И разберем каждую неисправность на пункты. Значит, первый пункт. Пробуксовка сцепления может происходить из-за следующих неисправностей. Первое. Нарушение регулировки привода. Выключение сцепления. Вторая возможная неисправность по данному вопросу. Повышенный износ фрикционных накладок. И третье – это замасливание накладок фрикционного диска и так далее. Следующая возможная неисправность – это неполное выключение сцепления. Сопровождается затрудненным переключением передач и так далее. Это происходит из-за повышенного ухода педали, перекос ведомого диска или самого нажимного диска или нарушений герметизации приводов. По сути, это все, что я хотел вам рассказать. Я считаю, что моя информация была интересной и полезная. Я кому-то, как всегда, смог помочь на учебе. Так что, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Не забывайте про лайки. Также лучше всего, если вы все-таки подпишитесь на мой канал. И не забудьте про колокольчик. Там у меня были и будут актуальные темы, лекции и тому подобное. А если кому-то что-то не понравилось, то вместо какого-то глупого дизлайка лучше напишите комментарий. Так будет намного эффективнее. А пока что на этом все. Всем спасибо и помните, дальше будет только интереснее. Всем удачи!